Привет. В этом уроке мы рассмотрим такую вещь, как использование сессии. Вы можете взять какой-то проект, который у вас есть реализовано добавление новых записей, а также редактирование. Но я подготовил также шаблон для работы с данным уроком. Оно будет под описанием видео. Так, вот у меня открылся шаблон. Так, и редактор. Я попробую при добавлении студентов, чтобы вот где-то вот здесь вот показывало мне, что я сделал, используя сессии. Я перехожу в контроллер студентов. Вот, студенты. При добавлении использовать можно вот такой вот session. Это, ну, то же самое, что можно на PHP использовать session. Но Laravel, ну, чаще используют таким вот методом. И подключаем use session, который у нас есть установлено в Vendor в зависимостях. Так, при добавлении как же записывать новые значения? Для этого воспользоваться можно методом put. Сюда первый параметр пишем ключ, и второй параметр будет значение. Еще я запишу email. Так, далее я перехожу. Вот оно меня перебрасывает student index. Значит, это во view students index. Где-то выведу. Итак, давайте посмотрим здесь вот в данном Blade файле, что приходит. Так. Ага, да. Что будет в сессии, когда мы сделаем добавление вот на данной странице. Для этого пишу dd session. Для этого можно воспользоваться методом all. Оно выйдет тогда
все значения, записываемые в сессию. Теперь пробую добавить. Вот, получается у нас в сессии есть токен. Далее это для Laravel тут что-то он записывает, URL, флэш. И вот наши те значения, которые я записывал в контроле на добавление. Вот оно у нас name и email. Так, далее можно вывести, можно проверить и вывести данные поля, если они есть. Как это сделать? Вот можно записать условия, далее session. И далее вызываем метод has. И ключ того поля, которое мы записывали в данном случае в контроллере. Я проверяю, получается, если есть имя и email, то мы выводим данный блок. И теперь я, получается, вывожу само значение методом get, session get. И сюда пишу email. И точно так же для name. И для email. Вот. Оно получается мне вывело о том, что я успешно добавил студента. Теперь как же почистить вот эти вот ключи, ну, сессии? Для этого воспользоваться методом forget можно. Так. Я сделаю проверку. Если есть сессия вот такая вот, то очищаю. Два двоеточия, forget, и далее ключи. Name, email. Так. Не, давайте лучше не через контроллер, потому что оно в индексе даже не выведет таким образом. Лучше сделать здесь вот. Ну, окей, так вот. PHP.
Ну, не знаю, может это, ну, скорее всего, не очень красиво я так делаю, но в качестве примера, вот как воспользоваться методом forget, вот я сейчас покажу. То есть открываем PHP-код и пишем вот такой код. Обновляем, еще раз обновляем, все, пропало. Можно еще воспользоваться таким методом, который, ну, я пока не рекомендую, но он как бы есть. Это метод session flush. Данный метод, он, получается, чистит абсолютно все, что записано в сессии. Что есть, пока я не рекомендую его делать. Это можно сейчас проверить, попробовать добавить. Так, и попробую сейчас вот dd сделать, вывести все. И вот, как вы видите, абсолютно пустая сессия. Так, и еще есть такой метод сессии, как сразу вот не писать вот такой вот код, там forget. Можно просто вот записать на один раз. Вот добавилось, вывела, все. В следующий раз оно не покажет. Я перехожу в контроллер. Так. И вместо put пишу flash, далее ключ. Второй параметр значения. Это можно убирать. И также можно убрать здесь. Вот это все. Та-та-та. Ага, оказывается, вот этот вот метод flush, он, получается, чистит сессию, но чистит он, не удаляя сами вот эти значения. Вот они у меня, получается, остались. Ну, есть такой метод. Попробуем очистить. Все, пропало. Теперь этот код удаляю. Пробую добавить. Вот оно у меня добавилось. Вывела. Теперь пробую обновить. Все, пропало. То есть оно, получается, воспользует вывод сессии
на один вывод страницы. При перезагрузке страницы данная сессия, она пропадает. Ну, вообще-то вот и все. Такой коротенький урок. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Пока.